Все мы знаем, да, какова общественно-политическая обстановка в современной России, о том, что существует много мифов по поводу культуры народов Кавказа. Да. Соответственно, в лучшем случае это бескультурие, а в худшем случае, собственно, дикие кавказцы. И идея была такая, что мы хотим показать, какова на самом деле культура, подлинная культура кавказских народов. Во всем ее многообразии, многообразии региона, где проживает более 100 народностей. Соответственно, вот, конечно, формат праздника не позволяет задействовать все народы, просто потому что для этого, наверное, целый месяц нужно, чтобы всех показать. Проект называется «Фестиваль культур народов Кавказа». Проводится во второй раз и проводится совместно Российским конгрессом народов Кавказа, фондом Эльбрусойт и правительством города Москвы. Среди сонм разных обычаев, традиций кавказских мы заострили внимание на свадебных традициях, потому что далеко не секрет, что как-то на острие, так сказать, интереса было свадебные традиции Кавказа. Это бурно обсуждалось в СМИ, среди топовых новостей. Мы решили показать Москве и москвичам, что есть, каковы на самом деле свадебные традиции кавказца во всем многообразии и богатстве. Это будет достаточно интересно. Мы старались охватить как можно больше интересных, необычных свадебных традиций, которые буквально там сотнями лет проводят разные народы. Самый такой, наверное, пожалуй, известный обычай у ингушей, да, например, есть такой обычай, когда зять, собственно, никогда не видится с родителями жены. Соответственно, всячески, во всяком случае, всячески пытается избегать. То есть, поэтому у ингушей нет проблемы теща, да? Значит, вот, например, такой обычай. Другой обычай, например, у армян сватовство проходит, так сказать, в 3 этапа. Соответственно, с первого раза никто не соглашается, в 3 раза сватаются. И свадьба в 2 захода, мини-свадьба у невесты и такая уже с венчанием у жениха. Например, у карачаево-балкарцев, сейчас-то уже меньше бытует, но раньше бытовал такой обычай, когда самый лихой наездник, друг жениха, заходил в комнату, в дом, где находилась невеста, прямо на лошади. И искусство наездника должно быть таково, пространство ограничено, он должен был выехать на коне задним ходом, ничего не задев, ничего не разрушив. Множество разных обычаев. У Азербайджана, там много сладких обычаев, которые так или иначе показывают, чтобы жизнь была дальше сладкой, да, кормят невесту сладостями. Есть такой обычай, невесте перед свадьбой красят волосы, руки и ноги хной. Кстати говоря, вот такая схожесть, ввиду соседства, наверное, тоже как свадьба проводится, так сказать, в 2 местах, у невесты и у жениха. У казаков интересные обычаи. Приданные невесты привозят в дом жениха за день до свадьбы, до того, как невеста сама вообще окажется в своем будущем доме. Вот. А перед, собственно, самой свадьбой и такой обычай, значит, невеста прощается с отчим домом, у нее такая песня «Плач», соответствующая ритуальная, такая, как говорится, которые, мы, конечно, не можем утверждать, что все современные казаки празднуют именно так, но, тем не менее, вот такие обычаи бытуют.
Свадебные традиции в Грузии, они в каждом краю по-разному проходят. Но основная традиция, которая есть вообще в Грузии, это 2 раза отмечание свадьбы. Сначала отмечают в доме у невесты, а потом в тот же день отмечают в доме у жениха. И когда гости приходят в дом невесты, этих гостей называют махриони. Махриони – это родственники жениха. И потом все гости вместе с махриони, вместе с родственниками невесты и жениха едут к жениху. И первое, что они делают, когда переступают порог дома, свекровь ставит тарелку на пол, и первым кто-то должен наступить на эту тарелку и разбить. Кто первым наступает на тарелку, тот хозяин в доме. Как правило, иногда женщины наступают, иногда мужчины, но по старинным традициям женщина должна уступить мужчине, чтобы мужчина разбил тарелку, и он был уверен, что он будет хозяином в доме. После того, как она разбила эту тарелку, жених должен подняться на самую высокую башню, это если горный район, а если не горный район, то на крыше дома и выпустить белого голубя, что означает, что в этом доме будет мир, покой и благополучие. В нашем стенде представлена атрибутика для азербайджанских свадеб. Азербайджанские свадьбы проходят очень колоритно, очень интересно. Традиции их берут свои истоки еще в очень-очень далеких годах. Проходят свадьбы очень весело, проходят очень ярко. Существуют свои традиции национальные, конечно же. В день, когда проходит свадьба, в дом невесты приходят с многочисленными подарками. Никогда не приходят к невесте с пустыми руками. Ей приносят много различных подарков. Приносят они это все не просто в простых корзинках, приносят они это все в красивых, украшенных, ярких, разноцветных корзинках, которые принято называть хонча. В них невесте приносят золото, приносят различные подарки, парфюмерию, косметику, и все это несут в красивых корзинках. Обязательная атрибутика любой азербайджанской свадьбы – это зеркало. Очень многие спрашивают, для чего на азербайджанских свадьбах несут зеркало. Несут его всегда впереди невесты. Идет женщина со стороны и несет зеркало, чтобы все взгляды, плохие, негативные, которые могут попасть на невесту, первоначально попали на зеркало. Все взгляды будут попадать на зеркало, до прекрасной невесты не дойдет, и никто не сможет сглазить красавицу невесты в этот день. В день, когда за невестой приходит, ее обязательно на талию невесте завязывают красную ленточку. Этот символ существует для того, чтобы привязать невесту к себе, к своей семье, если так. Привязать, конечно же, не в прямом понимании. Они привязывают невесту к своей семье, что она становится членом теперь новой семьи. Также за несколько дней до азербайджанской свадьбы проходит такое мероприятие, как хна-яхты на азербайджанском языке. В переводе на русский оно означает девичник. Собираются девочки со стороны жениха, со стороны невесты и проводят этот вечер в разговорах, общаясь, танцуют. И обязательный процесс, который бывает на этом мероприятии, это на ладошку невесты мажут хну. Это объясняется тем, чтобы было видно, что именно у этой девушки через несколько дней, через неделю или какое-то время произойдет такое прекрасное событие, как свадьба. Другие девушки также могут опустить мизинчик своего пальца в хну, чтобы они как подруги невесты, как приближенные к ней, было понятно и видно, что в их доме, в их семье произойдет такое прекрасное событие, как свадьба.
На мой взгляд, азербайджанские свадьбы проходят достаточно интересно, ярко, весело, очень по-доброму, по-семейному. Длятся эти свадьбы весь день. Раньше, испокон веков на Кавказе, и именно в Азербайджане также, свадьбы длились и 3 дня. Ставили палатки, за неимением ресторанов ставили палатки, праздновались там в национальных костюмах, с национальными блюдами, такие как долма, такие как аш, плов. Радовались, веселились. По сей день мы пытаемся сохранить свои традиции, свою культуру, даже живя в Москве так далеко от своей родины. Вайнахов вообще не должны друг друга даже видеть. Вообще не должны друг друга видеть новая семья, то есть зять не должен видеть своего тестя и даже тещу. Но в Дагестане нет таких строгих правил. Но есть одно правило. Если дочка выдана замуж, в дела новой семьи родители невесты не вмешиваются, не имеют права. И родители жениха тоже не имеют права вмешиваться. Это четко установленный такой на уровне бессознательной реакции, что ли. Но с молоком матери этот обычай впитывает, и все ее, практически все соблюдают. Празднование свадьбы, как правило, это один день. Также в некоторых селах есть обычаи праздновать свадьбу в несколько дней. То есть первый день – это празднование свадьбы невесты, второй день – празднование свадьбы жениха. Это происходит ввиду того, что иногда заключаются браки между разными селами, и праздновать свадьбу в одном месте никак не получается. Или же в том случае, если количество гостей настолько велико, что они просто не умещаются на территории свадьбы все вместе.